Приветик всем! Сегодня у нас уже третий с вами прямой эфир, и в этом эфире я расскажу, как сделать расчеты на вот такую шапочку-плетенку. Ну, либо на любую другую шапочку, похожую на эту, где у нас узоры из плотных кос. Плотные косы, которые вяжутся только лицевыми петлями, где есть переплетения сплошные, вот такие вот, где нет изнаночных. У нас шапочка начинается с резинки, а затем переходит на вот такой вот плотный узор. Я расскажу, как сделать на нее расчеты, как правильно распределить градиент, вот, чтобы цвета все переходили четко из одного в другой. Кстати, очень много вопросов вызывает именно этот вопрос, именно эта тема, как правильно распределить вообще в любом изделии градиент. Вот я сегодня про это расскажу. Какая красивая необычная шапулька. Спасибо. Ну вот она и не закончена у меня. Завтра мы с вами закончим макушку. Я покажу на практике, как правильно ее закрыть. Сегодня мы ее только рассчитаем. Вот. И что еще я хотела сказать? Ну про макушку, что я вам покажу, как правильно закрыть макушку. Вот, расскажу все секреты вязания таких шапочек, потому что есть некоторые секреты, которые очень важны и которые реально помогают сделать шапочку более красивой, что ли, да. Первое, о чем мы обычно говорим, это мерки, которые нужны для шапочки. Мерки у нас самые стандартные, как всегда. Я вот ничего нового пока не придумала и ничего нового вам не скажу. Первое — это обхват головы. Желательно измерять его вот по затылку, вот так вот, чуть выше бровей, сантиметровую ленту держать очень плотно и посмотреть цифру, которая получилась, число, которое получилось. Записать. Готово. Первая мерка. Ой, я забыла взять свои. А нет, они где-то у меня тут рядышком. И вторая мерка, которая нам нужна, это высота шапочки. Высота шапочки измеряется от основания мочки уха, от самого низа мочки уха. Ставим сантиметровую ленту сюда и измеряем до самой высокой части головы, до центра головы, вот тут посерединке. Измерили, посмотрели, какое число получилось, записали его. Готово. Вот эти две мерки нам нужны. Больше нам ничего не нужно. Сейчас, подождите, я поищу образец. Ой, секунду. Поищу образец, потому что важно же, вот, нашла, важно же вам показать еще, как образец выглядит. Вот этот узор я скину под видео в описании, посмотрите. Те девочки, которые в интенсиве участвуют, у вас этот узор есть в нашем чате, в нашем канале Telegram, где там мои конкретно сообщения, я туда скидывала его несколько дней назад. Готово, мы записали вот эти две мерки, нам теперь нужно про пряжу немножко поговорить. Расскажу капельку про пряжу. Если вы хотите шапку не градиентную, просто однотонную, вы покупаете абсолютно любую пряжу. Это может быть и пушистая, и гладкая, и теплая, и не теплая, и хлопок, и меринос, и полушерсть, любая, которая вам подходит. Учтите мои рекомендации общие, которые я давала по пряже для шапочек. У меня есть профиль в моем инстаграм, я писала там, что я рекомендую выбирать, что не очень, на что нужно обращать внимание. Но если вы хотите шапку с градиентом, как у меня, вот такой переход из цвета в цвет, то желательно брать пряжу как можно тоньше. Чем тоньше пряжа, тем плавнее будет градиент. Я вяжу из пряжи Lana Gold 800, это всем известная пряжа, вяжу в 4 ниточки. Вот в 4 ниточки получается вот такой градиент. Если вы будете вязать в 2, в 3 ниточки, он получится более резким. Но самое важное, что нужно знать в градиенте, это то, что у вас не получится переход красивый из одного цвета в другой, если вы будете выбирать цвета разные по насыщенности и разные по яркости. То есть, если вы возьмете, например, приглушенный какой-то бежевый и насыщенный оранжевый, то бежевый, приглушенный в оранжевый не перетечет, будет резкая граница. Вам нужно брать такой же насыщенный бежевый. Либо наоборот по яркости, а не по насыщенности. Если вы берете светлый какой-то молочный, или если вы берете темный, предположим, бордовый, то светлый молочный в темный бордовый тоже никак не перетечет плавно. Кто видел мое видео про вязание кардигана Флала, вы знаете, я про это уже говорила, и я думаю, что вы это все уяснили. Вам нужно брать одинаковые оттенки по насыщенности и по яркости. Вот у меня, например, здесь более-менее красивый градиент получился, издалека его вообще не видно. Я взяла вот такой
не слишком насыщенный какой-то такой розово-коралловый и не слишком насыщенный коричневый. По яркости они тоже совпадают. Вы можете взять 2 моточка и внимательно посмотреть. Вот я сейчас постараюсь вам тоже дотянуться. Ой. Вроде дотянулась. Тоже подобрала другой цвет. Видите, когда два светлых цвета, вот эти тоже хорошо перетекают друг в друга. Светло-голубой, ненасыщенный причем, и светло-бежевый ненасыщенный, они светлые, они тоже хорошо перетекут друг в друга. Если вы возьмете темный и светлый, либо яркий, насыщенный именно, где много цвета, и такой приглушенный, то тяжело будет сделать из них красивый градиент. Вот, поэтому обращайте на это внимание. Я Лала вязала как раз по вашему видео. Вот, я думаю, что вы помните, я об этом говорила. Какую пряжу по толщине брать? Вот в этой пряже в 100 граммах 800 метров я вяжу в 4 нити. Вы можете брать пряжу, в которой в 100 граммах 500 метров и вязать из нее в 3 нити. Вы можете брать пряжу в 100 граммах, которой 1000 метров и вязать из нее, ну там в 5, в 6 нитей. Тоже важно связать образец. Если вы не знаете, во сколько сложений вязать, предположим, у вас есть тоненькая пряжа и вам нужно связать градиент, вам захотелось, но вы не знаете, сколько сложений. Я очень вам советую взять спицы и связать образец в 3 сложения, в 4, в 5 и выбрать, какое вам больше нравится. Желательно, если хотите посмотреть, как перетекает цвет из одного в другой, тоже связать кусочек градиентом, и тогда вы тоже поймете, перетекает он или не перетекает, как он выглядит. Ну, то есть пробуйте, здесь нет какого-то определенного правила, которое работает. Определенное правило я вам рассказала про насыщенность и яркость. Вот. А количество нитей вы уже смотрите сами. Повторюсь, чем больше количество нитей, вообще, в принципе, да, чем больше нитей, количество слова тут не нужно, тем плавнее будет градиент, тем он будет более незаметным. Вот так. Готово. Про это мы поговорили. Следующее, что нам нужно, это связать образцы. На такую шапочку обязательно, вот я вас прошу, призываю, обязательно вяжите 2 образца. Один образец с резинкой, второй образец вашей плетенкой, либо косами, которые вы захотите использовать в вашей шапочке. 2 отдельных образца. Я связала образец с резинкой 1 на 1 из этой же пряжи, из которой я буду вязать. Номер 5 у меня были спицы. Да, верно, номер 5. И из этой же пряжи я связала, из которой я вязала свою плетенку, связала образец плетенки. Я связала маленький кусочек, мне его достаточно. Если вы неопытная вязальщица, если вы начинающая, если у вас разная плотность, если она еще не устаканилась, да, то вяжите образец побольше. Тогда у вас расчеты будут более точные. Обязательно делаем влажно-теплового образца первого и второго, влажно-тепловую обработку образца первого и второго, а потом уже измеряйте его высоту и ширину. Ширину измеряйте без учета кромочных, используйте только свои рабочие петли. И высоту измеряйте без учета наборного ряда и ряда закрытия. Тоже только рабочие свои ряды используйте. Вот, это все вы связали, сделали, записали. Теперь можно делать расчеты. Мерки есть, пряжа есть, образцы есть, размеры образцов есть. Вот это то, что нам нужно. Самый важный момент насчет резинки. Рассказываю вам секрет. Ну, я не знаю, секрет это или нет, но просто многие почему-то не догадываются. По толщине плотность вот таких вот узор с косами разных переплетений, по толщине она отличается, толщина отличается от толщины резинки 1 на 1. Вот если вы будете вязать сначала резинку на 1 на 1, а затем перейдете на вязание каких-то кос, вот таких плотных, без изнаночных петель, которые только лицевые используются, то у вас будет резинка такая хилая, такая, знаете, будет еле-еле держаться на плетенке, то есть, ну, или на косах. То есть косы у вас будут хорошо, красиво сидеть на голове, а резинка так будет там как бы так вроде как она есть, а вроде ее и нет. То есть она не будет выполнять свою главную функцию в шапке, хорошо сидеть на голове, закрывать уши, да, закрывать лоб и предотвращать это все от ветра, вашу голову. Поэтому для того, чтобы резинка была плотная, чтобы она хорошо держалась на голове, чтобы сама плетенка не была самым важным элементом, а они дополняли друг друга, резинку нужно вязать большее количество сложений. Я вязала вот этот узор с косами
в 4 сложения, а резинку я вязала в 6 сложений. Вот прям берете и вяжете ваш образец в 6 сложений. Если вы вяжете, например, в 3 сложения, резинка у вас может быть в 4, в 5 сложений. То же самое, берете спицы, берете количество сложений разное, вяжете образцы. И тогда, когда у вас плотность резинки будет совпадать с плотностью плетенки, значит это подходящая ваша резинка. Резинка в данном случае всегда должна быть такая же толстая, как и вот сам основной узор, иначе будет некрасиво. Вот, это очень важно. Не жалейте пряжу, не жалейте количество образцов, лучше сделать красиво, и тогда шапка у вас будет, ну, реально хорошо выглядеть. Вы даже тут можете посмотреть, вот эти петли кажутся гораздо толще, чем эти. И зато по плотности и по толщине два узора эти абсолютно одинаковые получились. И как раз эта резинка, она будет непродуваемая. Если вы будете вязать двойную резинку на такую шапочку, точно так же вы берете, вяжете тоже, вот если в 4, резинка в 6, и тоже заворачиваете ее, вяжете один в один. То есть неважно, резинка двойная, либо резинка в один слой, все равно она вяжется в гораздо больше сложений. Если у вас шапка однотонная, вы можете связать резинку, ну и вот эту основной узор вы вяжете в одну нить, толстую вашу нить, резинку вяжите в 2 нити. 2 нити. И еще такой нюанс: если вы вяжете достаточно рыхло и вам кажется, что у вас резинка будет не очень, тогда я советую взять на резинку, это вообще в принципе всех шапок касается, взять на резинку спицы на миллиметр тоньше, чем спицы для основного узора. То есть я здесь вязала и это 5, и это 5. Просто я как бы умею контролировать плотность. Здесь я потуже потянула, здесь я вяжу более слабо. Вот. Но если вы так не можете себя контролировать, тогда берете, например, для основного узора спицы номер 5, резинку вяжете в 6 сложений, берете спицы 4. Не берите даже на полмиллиметра, вот берите прям на миллиметр тоньше. И тогда тоже вяжете образец этими же спицами и все это считаете. Вот это важно. Резинка у вас должна хорошо держать форму в этой шапочке. Если в остальных шапочках, которые мы вязали, это не так важно, то здесь, ну, важно, конечно, но не так, потому что все узоры, которые мы с вами до этого вязали, они сами по себе тоненькие. Этот узор толстый, и косы вы можете вязать. И вот как раз вот по такому типу сейчас очень много популярных шапочек с косами, которые вот друг дружку перетекают без изнаночных, то есть они как бы не полосатые, они целиком как в едином полотне вяжутся. Вот, тогда берете, конечно же, спицы тоньше для резинки. Да, первый раз в жизни вязала именно такую шапку с таким узором, и еще и помпон огромный сделала. Так у меня шапка на затылок съезжала и спадала назад, так как была очень тяжелая, резинка хилая. Вот, как раз это вот этот случай. И здесь резинку тоже лучше вязать повыше, потому что тоже будет хорошо держать форму. Тут у меня даже она не такая высокая. Ну, в общем, я думаю, вы поняли все нюансы. Резинку в больше сложений, резинку меньшим диаметром спиц, резинку вяжем плотно и резинку вяжем повыше. Такую вот маленькую резинку, как я вязала на шапочку, на вот это вряд ли будет такая маленькая резинка держать. Ну, можете попробовать, почему бы нет. Ну, вот я вам рассказываю из своего опыта. Я, кстати, таких шапок связала миллион. Ну, очень много. Как-то был период, в когда я только начинала вязать на заказ, это был 12-13 год, вот осень, зима, весна, и я вязала таких шапок очень много, и с градиентами, и полосатые, и однотонные. У меня первые шапки были просто жесть, они ужасные были, причем девочки носили и радовались, и я была довольна собой, ну, со временем, конечно же, с каждой новой шапкой я что-то додумывала, допридумывала, и у меня в итоге получалось потом уже когда-то через какое-то время уже хорошие шапки получались, тогда я уже наловчилась и вязала их, ну, вот как надо. Вот. А поначалу, конечно, был ужас, поэтому я вам сейчас рассказываю то, что наработано моим опытом. Все, готово. Давайте теперь сделаем расчеты. Если в Инстаграм будет зависать ничего, я на YouTube все запишу, на YouTube посмотрите. Самое главное, что вы послушали все мои важные замечания. Ну и последнее, но это мы сейчас в расчетах с вами будем делать, я просто вам расскажу,
заранее. Последнее, что здесь нужно сделать, это, естественно, почему мы вяжем два разных образца, потому что на вот такой узор с косами, либо на плетенку идет гораздо больше пряжи, он гораздо плотнее, и он стягивает сильнее полотно, чем резинка. Поэтому после резинки нам нужно провязать резинку, после резинки мы должны прибавить какое-то количество петель на наш основной узор. Как правило, это где-то вот на 1/3 или в 2 раза больше петель идет на этот узор, чем на резинку. Вот это, как правило, то есть если вам нужно будет добавлять там штучек 10 петель, вот что-то значит не так, значит резинка у вас, возможно, не так связана, возможно, слишком много петель вы на нее набрали, она может у вас какая-то быть слишком широкая. Ну, в общем, стандарт обычно это вот примерно на 1/3, в 2 раза больше петель надо на вот такой плотный узор, чем на резинку. Это, в принципе, везде. Сейчас мы в расчетах это все сделаем. Я вам расскажу. Расчеты несложные. Нам нужно выяснить количество петель и рядов на резинку, количество петель и рядов на плетенку. Нам нужно понять, как вязать макушку, записать все убавки, и нам нужно в конце расписать наш градиент. То есть, если вы будете им пользоваться, вы распишете, не будете, значит, вам градиент не нужен. Все, вот такие наши сейчас действия будут. Давайте я поменяю камеру, если что, говорите, если будет там что-то виснуть, говорите, будем решать. На YouTube я все записываю, на YouTube посмотрите. Так, если будут вопросы по ходу дела, пишите, тоже буду читать, стараться смотреть, отвечать. Так, тут у меня спицы, сейчас я постараюсь тут поубирать немножко. У меня много всего. Готово, вот наш листочек. Сейчас мы будем работать. Итак, что я делаю? В первую очередь я рисую просто свою шапочку. Саша в Телеграме не вижу узора плетенки. В канале общем есть, называется плетенка. Да-да-да, есть он там есть. Посмотрите еще раз. Либо, если не найдете, напишите личное сообщение, я скину. Ну, как бы вот так выглядит наша шапочка. Она с резинкой, с макушкой. Как сделать макушку по голове и как сделать макушку такую более высокую, тоже сейчас расскажу. Ну, и здесь у нас какие-то косы идут, либо вот, ну вот косы могут быть такие, либо какая-то плетенка, неважно. Мерки, которые нам нужны, сразу записываю. Это обхват головы, у меня 53, и высота. Высота у меня 21, это уже, по-моему, все наизусть выучили. К этой высоте я прибавила еще 3 сантиметра, чтобы у меня шапочка была не четко по голове, а капельку выше. Так, после ромбов идет, какие шапки остались, после ромбов идет плетенка. А, это узор. Какие шапки остались? У нас плетенка и шапочка с теневым узором остались. Саша, когда-нибудь вы еще с Сашей снимете видео про упражнения для глаз? О, думаю, да. Найдем время, снимем, да. 21 плюс 3 у меня получилось 24. То есть 24 сантиметра моя шапочка. Вы можете прибавлять здесь и 5 сантиметров, и 10, и ничего не прибавлять. Я вот прибавила чуть-чуть, чтобы она у меня была не плотно по голове, а капельку выше моей головы. Свою резинку я захотела сделать 7 сантиметров. Вы можете тоже сделать любое количество сантиметров резинки. Ну вот советую вам минимум 7. Если вы сделаете 5, она у вас может не так хорошо держать. То есть примерно от 7 до 10 сантиметров. Если у вас резинка двойная, естественно, у вас будет уже здесь с заворотиком, и она будет не 7, а 14, предположим. И здесь от 24 я отняла 7, у меня получилось 17. 17 сантиметров мой основной узор моей шапочки. Теперь я беру свои образцы. Это подготовительные мои этапы. Сначала я распишу плетенку, самый сложный, да, не то, что самый сложный, более сложную часть, а потом резинку. Вот так выглядит мой узор. Такой у меня образец. Я его измерила ширину, высоту, количество рядов, количество петель знаю. И что у меня получилось. Так, давайте я хочу примерно сделать так, как я вам делала. Ну, то есть, чтобы
был в одном стиле были все расчеты, как я вам делала вот тут. Видите? Отдельно считали косу, отдельно резинку. Вот я хочу тут тоже сейчас вам так написать. Итак, отдельно наша плетенка. Я пишу на нее отдельно расчеты. Плотность какая у меня получилась? В 18 петлях у меня 9 сантиметров получилось, и в 16 рядах у меня 6,5 сантиметров получилось. Мы обычно прибавляем 15% на ширину в сантиметрах для наших всех узоров. На плетенку мы ничего прибавлять не будем, потому что она очень плотная и, ну, она не так хорошо тянется, она на голове будет и так сидеть нормально, поверьте, поэтому я, ну, не советую на плетенку еще прибавлять что-то. Вот как есть, такой образец и берем. На детскую шапку высота резинки. Я бы тоже брала сантиметров 7, честно говоря, смотря какой ребенок. Ну, 5-7, наверное, так. Меньше 5 точно бы не брала. Поэтому я сразу записываю. Мне нужно посчитать, давайте зеленый, мне нужно посчитать, сколько петель у меня в 53 сантиметров по обхвату головы. И здесь рядов, сколько у меня 17 рядов будет занимать мой узор. Ой, 17 сантиметров. Сколько рядов будет занимать мой узор? 17 сантиметров. Беру свой калькулятор любименький и считаю. 18 я умножаю на 53 и делю на 9. У меня получилось 106. Записываю сюда 106 и сразу делаю пометку. Вот это число, в это число должен поместиться наш раппорт. Я давайте запишу. Должен поместиться раппорт. У вас может быть свой раппорт. Поместиться раппорт. У вас может быть свой раппорт, то есть у вас могут быть какие-то косы, не обязательно это плетенка. Это вообще расчеты на любую шапочку со сложными какими-то косами. У меня раппорт 6 петель. Поэтому я 106 делю на 6, у меня получилось 17,6. Мне не подходит, здесь должно быть целое число должно быть. Мне не подходит, поэтому я беру не 17, а 18, то есть я беру чуть больше, для того, чтобы у меня все-таки шапочка была, ну, не стягивала мне голову так сильно, что чтобы у меня голова болела. Помните, плетенка тянется не очень сильно, поэтому лучше брать побольше. Поэтому я беру 18 раппортов. В одном раппорте у меня 6 петель, 18 я умножаю на 6 и получаю 108. Это число должно быть близко к этому. Если у вас здесь получилось 17,1, вы берете 17. У меня 17,6, я округляю все-таки до 18. Вот, 108 петель мне нужно набрать. Вот это число мне как раз идеально подходит. Записываю 108 петель. Считаю теперь ряды. 16 я умножаю на 17 и делю на 6,5. У меня получается 41,8, округляю до 42. Записываю 42. Нет, давайте, наверное, красным запишу, чтобы мы видели 42. То есть нам вот это число, давайте синим, вот это число нам надо и вот это число. Мы посчитали. Теперь берем нашу резинку. Так, это была плетенка. Теперь берем нашу резинку. Резинка. Берем наш образец. Точно так же измеряем его с ширину, высоту, знаем количество рядов, что у меня получилось. У меня получилось в 16 петлях резинки 10,5 сантиметров, и в 12 рядах у меня получилось 5,3 сантиметра. Записала я это, что мне здесь нужно сделать. А вот для резинки мы сейчас увеличим количество сантиметров, потому что резинка как раз таки у нас хорошо растягивается, и нам нужно уменьшить ее ширину для того, чтобы она растянулась по голове так, как нужно. Так, как мы обычно делаем. Мы к сантиметрам к нашим прибавляем 15%. Я записываю плюс 15%. Что из этого следует? Я беру 10,5 как 100%, и мне нужно узнать, сколько 15% сантиметров. Так, я 10,5... Ой,
10,5 умножаю на 15 и делю на 100. У меня получилось 1,57. Ну, давайте я запишу 1,6. Округлю немножко. Дальше, что я делаю? К 10,5 я прибавляю 1,6, и у меня получается 12,1. Это моя новая плотность. Я расширила нашу резинку для того, чтобы она сидела четко по голове, скорректировала. Наша новая плотность, давайте запишу, в 16 петлях у меня 12,1 сантиметр. Кстати, эта часть расчетов вызывает очень много вопросов. Почему мы прибавляем? Если мы прибавили, значит у нас количество петель увеличилось, считают девочки. На самом деле это не так. Посмотрите, мы взяли наши расчеты: 16 петель, 10,5 сантиметров. Это меньше. 10,5 это меньше. Потом мы взяли и расширили нашу плотность на 15%. У нас в 16 петлях получился 12,1 сантиметр. Стало больше. То есть, если мы посчитаем вот на старой плотности 53 сантиметра, у нас получится больше петель, чем когда мы прибавляем новую плотность. Вы просто возьмите, посчитайте 53 сантиметра петли тут и 53 сантиметра петли тут, вот как здесь мы делали. И вы поймете, что здесь петель меньше, а значит мы уменьшили ширину нашей шапочки, для того, чтобы она у нас, когда на голове растягивалась, она не сильно была перетянутая. Поэтому вот эти расчеты, они не увеличивают количество петель, а наоборот уменьшают. Ну, то есть нужно в эту капельку въехать, чтобы вы понимали, вы просто подумайте немножко, и 100% вы поймете. Я тут записываю, мне нужно посчитать, сколько в 53 сантиметрах петель. Давайте вот для интереса посчитаем. Вот 16 я умножу на 53 и поделю на 10,5. У меня получается 80 петель. А здесь 16 я умножаю на... Ой, не то. 16 я умножаю на 53 и делю на 12,1. У меня получается 70 петель. Как видите, петель здесь меньше, значит шапочка уже, значит на голове она будет растягиваться сильнее. То, что нам нужно. Кстати, сюда я это и запишу. 70. 70 петель это число нашей резинки. И оно должно быть кратно резинке. Должно быть кратно резинки. Ну, то есть, если у вас резинка 2 на 2, она должно быть кратно 4. Если резинка 3 на 3, 6. У меня резинка 2 на 2, значит, у меня 70 должно делиться на 2. Без остатка. Ой, резинка 1 на 1, простите. Резинка 1 на 1, 70 я делю на 2. Ну, у меня все получается правильно. 35 получается. Мне подходит все, 70 петель мне подходит идеально. Тут я считаю ряды. Так, у меня 7 сантиметров. Резинка моя, записываю 7, и мне нужно посчитать вот это число. 12 я умножаю на 7 и делю на 5,3. У меня получается 15,8. Я округляю до 16. 16 рядов моя резинка. Все, вот у нас важные 4 числа. Петли, ряды. Петли, ряды. Готово. Теперь нам нужно написать наш план работы. Но перед этим, перед тем, как написать план работы, я посчитаю, какое количество петель мне нужно прибавить после моей резинки. Что я делаю? Я от количества петель плетенки, от 108, отнимаю количество петель резинки, 70. Давайте я запишу. 108 это узор, а 70 это резинка. Видите, мне на узор нужно 108 петель, чтобы получилась ширина 53, а на резинку мне всего лишь 70 нужно. Вот от 108 я отнимаю 70, у меня получается 38. 38 петель мне нужно прибавить. Давайте я запишу. 38 петель прибавить после резинки. Так, прибавить после резинки. Чтобы их прибавить равномерно, мы берем количество петель резинки. У нас это 70. И 70 делим на 38. У меня получилось 1,8. Это значит, что это значит? Что нужно примерно через, не в, а через
через 2 петли прибавить 1 петлю. Вот мы резинку связали, и после резинки в первом рядочке мы просто можем провязать все петли лицевыми, либо я продолжаю обычно вязать свою резинку, просто вяжу резинку, у меня здесь через 2 петельки плюс 1, я провязываю 2 петли, 1 добавляю перекрещенным накидом, так как я обычно это делаю. Вот беру ниточку, перекрещиваю ее вот так и надеваю на спицу, затягиваю. Вот таким образом я добавляю петельки. У меня здесь примерно через 2 петли, но тут у меня 1,8, то есть не точно 2, значит, мне нужно в некоторых местах прибавить чаще. Короче говоря, мне всего нужно получить 108 петель. Вот я потихоньку вяжу и считаю, и где у меня, ну, там через какое-то расстояние я могу тут, например, тут через равные количество примерно, да, поприбавлять через 1 петельку, и тогда все получается. Короче, это мы посчитали. Готово. После резинки прибавим 38 петель, чтобы получилось 108. Давайте теперь напишем план работы. В плане работы мы как раз отразим наш градиент, наши все ряды, петли и так далее. Первое, что я делаю, это нужно набрать количество петель. Я пишу план вязания, как обычно. План вязания. Первое, что мы делаем, набираем петли. Пишу. У вас нет вопросов, я смотрю, да? Первое, набрать. Сколько набрать? Набрать количество петель резинки. 70. Набрать 70 петель плюс 1 для того, чтобы это все закрыть, сомкнуть в круг. Второе, что мы делаем, мы вяжем резинку. У меня резинка 1 на 1, у вас может быть любая. Резинку 1 на 1 мы вяжем 16 рядов, 7 сантиметров. Записываю я 16 рядов, 7 сантиметров. Конечно же, я беру, рисую свои любимые клеточки, чтобы по клеточкам мне вязать. 16 клеточек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эти клеточки на резинку нам потом еще понадобятся для градиента, потому что градиент наш начинается уже с резинки. Мы высчитываем количество рядов не с плетенки, а с самой резинки. Все засмотрелись и заслушались. Ну все, хорошо, тогда молчите, чтобы у нас эфир не завис. Написали. Второе. Третий наш пункт — это наш узор. У меня это плетенка, у вас это могут быть ваши косы, что-то такое. Узор у меня идет, смотрите, 17 сантиметров, 42 ряда. Записываю 42 ряда, 17 сантиметров, чтобы я уже по ходу вязания понимала, сколько сантиметров мне нужно. Точно так же я рисую свои 42 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я надеюсь, я правильно рисую. 1, 2, 3, 4. Вот мои 42 ряда моего узора нарисовала. Слушаю, вяжу. Круто, хорошо. И теперь мы все это посчитали, план вязания нарисовали. Теперь нам нужно сделать наши убавки, расписать наши убавки в нашей плетенке. Давайте я отдельно это напишу сбоку здесь. Так, узор, убавки. Заранее их расписываю для того, чтобы знать примерно к чему готовиться. Итак, давайте посмотрим. Первый наш ряд. Давайте посмотрим, у нас... давайте сначала... давайте. Саша, у меня вопрос по набору. Можно отнять от количества петель 15%, а не рассчитывать новую плотность? Мне это проще. Можно? Думаю, да, можно. Думаю, можно. Итак, раппорт у нас, давайте я запишу это сразу. Раппорт у нас 6 петель, это важно. Всего на спицах у нас 108 петель. И по нашему кругу у нас 18 раппортов. Это такая информация для того, чтобы рассчитать красиво наши убавки. Итак, в первом ряду что я могу сделать в нашем раппорте? Я думаю, что я могу связать 2 вместе в каждом раппорте. То есть отнять 1 петлю в каждом раппорте, 2 вместе в каждых 6 петлях. Ну, больше я ничего тут не могу сделать, сами подумайте. Тут, ну, в принципе, других вариантов быть не может. Итак, первое, что я провязываю, 2 вместе в каждом раппорте. Всего у меня 18 раппортов, 108 петель на спицах, то есть я от 108 отнимаю 18, потому что я отнимаю 1 петлю в каждом раппорте. То есть всего 18 петель я отнимаю за ряд. 108 минус 18 у меня получается 90.
То есть 90 петель у меня осталось на спицах после этой моей манипуляции. Второй ряд. Что я могу сделать во втором ряду? Да то же самое. Я точно так же могу снова провязать 2 вместе. У меня уже 90 петель на спицах. Я снова убавила 18 за один ряд. 90 минус 18 у меня получается 72 петельки на спицах. Третий я точно так же снова вяжу 2 вместе в каждом раппорте. Давайте, наверное, тут запишу 2 вместе в каждом раппорте. В каждом раппорте. Чтоб вы понимали, что это не просто 2 вместе заряд. Итак, от 72 я отнимаю 18, и у меня получилось, сейчас я в шпаргалку посмотрю, 54 петельки на спицах. Четвертое, что я делаю? Точно так же вяжу 2 вместе. До какого момента мне вязать 2 вместе? 54 петли на спицах это еще много. Если мы стянем это все в кучку, то будет, ну, не очень аккуратно. Все-таки здесь лучше закрывать шапочку так, чтобы она постепенно сходила на нет. От 54 я отнимаю 18, и у меня получается 36 петель на спицах. В пятом рядочке я точно так же провязываю 2 вместе. От 36 я отнимаю 18, и у меня получается 18, правильно? Вот 18 петель уже самое то. Потом я уже просто, ну, не смогу дальше убавлять, у меня уже просто будет 0. 18 петель стянуть. Это наш будет последний ряд. Вот таким образом мы расписали наши убавки. Мы знаем, что на убавки у нас уходит 5 рядов. Если вы хотите, чтобы ваша шапочка была такая вот, как у тыковки нашей, знаете, немножко такая вытянутая, то есть не просто закругленная, а еще и вытянутая кверху, тогда вы после каждого ряда провязываете еще один ряд дополнительно лицевыми петлями, просто по кругу. То есть у вас будет не 5 рядов на убавки, а 10 рядов. Ну и таким образом вы регулируете высоту вот этой вашей закругленности. Готово, нарисовали. Что мы делаем дальше? Мы знаем уже количество рядов с убавками, поэтому от 42 я отнимаю 5. 42 ряда всего, 5 рядов убавки. Давайте я запишу 42 ряда узор, 5 рядов убавки. У меня получилось 37, я думаю, я правильно посчитала. 37 рядов это наш узор без убавок. Я могу отсчитать сверху 5 рядов наши, вяжем мы вот так вот снизу вверх, слева направо. Раз, два, три, четыре, 5. Вот эти 5 рядов это наши убавки. Я их отмечаю, когда я буду вязать свой узор, когда я дойду до этого места, значит мне нужно делать мои убавки. Так. Готово. Что еще на этой схеме я могу отметить? Я могу отметить свои переплетения. Отмечу красной точкой, как обычно, переплетение, ряд с переплетением, переплетение. Это значит, у меня идет узор. Вот, например, мой конкретно идет ряд с переплетением, то есть я переплетаю, например, сначала с наклоном влево, потом я вяжу 3 ряда просто лицевой гладью, лицевыми петлями, потом переплетаю вправо, потом снова 3 ряда вяжу, переплетаю влево, и так я вяжу свой узор. То есть у меня переплетение в каждом 4 ряду. Здесь я могу это отметить, чтобы я могла спокойно пользоваться этой табличкой и никуда не заглядывать, не следить за своим узором. Я сделаю первое переплетение, предположим, в первом ряду, когда я уже начну, когда я прибавила все петли. Кстати, здесь после резинки, давайте запишем, это важно. Вот узор, вот после резинки здесь прибавить, это же важно, я забыла. Прибавить 38 петель. Вот это важный пункт. Я его давайте красным обведу. Вот между вот тут вот, между резинкой, между узором нам нужно прибавить 38 петель. Вот когда я уже прибавила, обычно я их прибавляю, давайте я, наверное, вот так отмечу. Вот здесь. Обычно я их прибавляю в последнем ряду резинки. То есть я продолжаю вязать резинку и делаю прибавки. И затем я уже могу делать первое переплетение. В каждой 4 клеточке ставлю точку. Раз, два, три, 4. 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 4, 4, 4.
4, раз, 2, 3, 4. То есть я себе спокойненько вяжу, 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 дошла до точки, значит, здесь мне нужно сделать переплетение. Точки нет, значит, я продолжаю вязать лицевой гладью. Дошла до точки, снова делаю переплетение. И так вяжу свою шапочку, мне не нужна даже схема узора, мне не нужно смотреть, считать ряды, я уже все прекрасно вижу по своей табличке. Если у вас какой-то другой узор с косами, у вас переплетение реже или чаще, вы тоже можете здесь писать свои какие-то пометки, где у вас будет переплетение. Это проще всего, и 100% вам это будет очень понятно. Это мы посчитали. Переплетение мы посчитали. Теперь нам нужно разобраться с градиентом. Давайте я, наверное, это тоже как-то отделю. Теперь нам нужно разобраться с градиентом. Градиент. Если вы будете вязать, шапочку однотонную, вам эти расчеты не нужны. Ну, естественно, я их сейчас объясню все равно. Так, рисуем нашу шапочку, чтобы вы понимали, как это все выглядит. Она сразу с резинкой. Она сразу с резинкой. И нам нашу шапочку, так как у меня 2 цвета, у меня цвет, ну, будем называть его розовый и коричневый. У меня 2 цвета, значит, шапочка моя будет состоять из 3 блоков. Первый блок я вяжу одним цветом, второй блок я вяжу 2 цветами, это у меня как раз идет тот самый градиент, и третий блок я вяжу одним цветом темным, коричневым, да, например. Я делю свою шапочку ровно на 3 части, на одинаковые 3 части. Здесь, предположим, я решила, что у меня будет розовый цвет, а сверху у меня будет коричневый цвет. Так как я вяжу в 4 нити, я могу в скобочках написать, что у меня здесь 4 нити розового и сверху 4 нити коричневого. Записала. Посерединке у меня идет переплетение розовый плюс коричневый, ну, тот самый градиент. И как раз розовый плюс коричневый я могу разделить еще на 3 разные группы. Что это значит? Мы не можем сразу взять и вязать, предположим, мы вяжем в 4 нити, мы не можем сразу тут взять и вязать 2 нити коричневые, 2 нити розовые и вязать этот блок. Мы сделаем хитрее, это понятно. Мы сначала возьмем 3 нити розовые, здесь было 4 розовые, здесь возьмем 3 нити розовые, 1 коричневую и будем вязать в 4 нити. 3 розовые, 1 коричневая. Дальше мы идем по центру, вот тут центр шапочки, серединка. Мы дальше возьмем 2 нити розовые и 2 нити коричневые. И в конце, в самом, где у нас вот тут уже верхушка, мы возьмем 1 нить розовую и 3 нити коричневые. И когда начнем вязать коричневый, мы возьмем все 4 нити коричневого. Вот так. То есть вот эту центральную часть я разделю еще на 3 отдельные части. И я могу записать, мы сначала берем 3 розовые, 1 коричневую нить, дальше 2 розовые, 2 коричневые и 1 розовую, 3 коричневые. Вот так я разделила вязание нашей шапочки. Теперь берем общее количество рядов. Сколько у нас всего рядов в шапочке? Всего рядов я беру 16 рядов резинка плюс 42 ряда узор. 16 рядов резинка и 42 ряда узор. У меня получилось 58, тоже, надеюсь, правильно посчитала. 58 у нас всего. 58 рядов мы делим на 3. Почему на 3? Потому что у нас 3 равные части. Первая часть, вторая часть и третья. Мы делим на 3 равные части. У меня получилось 19,3. 19,3, конечно же, нам не подходит. Нам нужно целые числа. Поэтому я разложу. Я возьму снизу 20 рядов, серединка 18 и верх 20. Почему так? Потому что если я тут возьму 19, то я это число не смогу разделить еще на 3 части. Мне нужно, чтобы здесь это число, не то что нужно, желательно, да, вы можете взять и 19 и написать 6, 7, 6, но я вот как бы все-таки стараюсь делить все, все четко, поэтому вот эту 18 мы еще поделим на 6, 6, 6. Все, готово. Я думаю, вы понимаете, что вообще происходит. Вот эта часть равна вот этой. Вот 6, 6, 6 это вот эта часть. И что мы будем вязать? Первое, с чего мы начинаем? Давайте запишем план вязания. Первое, с чего мы начинаем? Мы берем 4 розовых.
4 розовые, и мы вяжем 20 рядов. Дальше второе, мы берем уже 3 розовые и 1 нить коричневую, и мы вяжем 6 рядов. Дальше третье, мы берем 2 розовые и 2, ой, подождите, да, верно, и 2 коричневые, и вяжем 6 рядов. Четвертое, мы берем 1 розовую и 3 коричневые, и вяжем 6 рядов. И пятое, мы берем 4 коричневые и вяжем 20 рядов. Все, готово. Вот эти части у нас 18. Вот, 18, серединка. Все, готово, мы распределили. Берем, возвращаемся к нашему плану вязания. И мы это можем сейчас все спокойненько сюда вписать. Вы можете закрашивать клеточки розовым и коричневым, если вам удобно. Вы можете ставить какие-то пометки, вы можете как-то отделять каждую клеточку от следующего узора. Я покажу, как я делаю. Я отсчитываю сначала 20 рядов коричневых. Начинаем с резинки. Тут у нас 16 рядов. Я отсчитываю дальше 17, 18, 19, 20. Значит, здесь вот тут на стыке этих двух рядов у меня идет смена цвета. Я рисую вот такую палочку. Я дошла до этой палочки, значит, мне нужно перейти на следующий пункт. 6 рядов. Отсчитываю 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. И снова ставлю жирную палочку. Дошла до палочки, значит, мне нужно сменить цвет. Снова следующие 6 рядов. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ставлю палочку. Не тут, да, вот тут. Ставлю палочку, до палочки дошла, значит, мне нужно сменить цвет. 6 дальше. Раз, два, три, 4, 5, 6. Снова ставлю жирную палочку. Дошла до палочки, меняю цвет. И в конце 20 рядов. Тут можно, ну, легко посчитать. 10, 12 и 8. Ровно 20 рядов до конца. 20 коричневых. Все, вот, в принципе, мы вот с вами записали вот эту часть. Вот эту, да, отдельную. И нам ее хватает для того, чтобы связать эту шапочку целиком. Все, расчеты я сделала. Завтра покажу вам, как сделать убавки в макушке. Посмотрим, как у нас получится, красиво, нет. Ну и градиент, естественно, тоже вы видите, у меня он как раз такой есть. 20 рядов розовых, 6 рядов розовый с коричневым, 6 рядов розовый с коричневым, 6 рядов розовый с коричневым. И дальше у меня 20 рядов коричневого будет. Все. Когда мы здесь свяжем резинку в 6 сложений, давайте я запишу тут еще здесь 6 нитей. А узор 4 нити. Когда мы свяжем резинку в 6 нитей, мы 2 ниточки оборвем. У меня здесь их нет. Мы 2 ниточки оборвем, и мы их потом, кончики ниточек, мы их вплетем дальше в наш узор. То есть в какое-то расстояние минимальное мы будем вязать не в 4 сложения, а продолжать вязать еще в 6, а потом эти 2 кончика закончатся, и мы будем вязать в 4. То есть вы вот эти тоненькие ниточки при смене градиента вы тоже вплетаете в их в узор, чтобы вам потом крючком их не прятать. Ну все, я все объяснила, ничего сложного нет. Видите, тут расчетов раз и два. И шапочка получается вот такая. Делайте расчеты, обязательно делитесь потом своими результатами. Все, я закончила. Пока, до завтра. Завтра покажу, как эту шапочку закрывать.